Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и это первый сегодня день. Весна началась уже очень давно, но выйти на планер я сумел только сегодня, потому что сегодня был удобный день, и в котором было плюс 10, и было свободное время. Ну, немножко. И я нарисовал такую картинку. Тык-дык. Смотрите, тын-тын. Я очень недоволен. Очень недоволен. Это маленький формат. Маленький формат, и это история с углем. Вот то, с чем я экспериментирую. И то, что торчит у меня в варианте моей косички. Серьезная штука. Но очень быстро проснуться, кофе, выйти на улицу и внезапно встретить подписчиков. Как круто, когда узнают и говорят, так, типа, идешь и типа классные скетчи. Классные скетчи. Супер довольный и заряженный, ждешь дальше, садишься рядом с Нарвскими воротами, выкладываешь бумажки, немножко угля и дальше что-то. Первое рисование на натуре этой весны, первый пленер, и получается все не очень хорошо. Нарвские ворота не влезают в формат А4, влезла только их маленькая часть. Ну, не маленькая половинка, но детализация не очень сильная. Понимаю, что на следующие планеры нужно брать этот формат побольше. Завтра выйду из дома с форматом А3, но больше всего меня радует то, что наконец-то пришла весна, браво, можно ходить в пиджаке. Том, всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и вот работа углем торчит из косички, прикольно. И про работу углем сегодня первый день, началась весна, давно, уже какой 25-й, не помню какое число, но сегодня первый день вышел на пленер. Я думаю, если вы тоже, может быть, думаете про то, что выйти на пленер, я дам несколько идей, которые, может быть, могут облегчить вот эту вот ситуацию, потому что нужно идти, брать, идти, становится тепло, все, чем можно рисовать, и фигачить практику, чтобы был клевый результат. Вот, а сегодня я рисовал вот это. И вы знаете, я прямо скажем, местами очень доволен, а местами очень недоволен. Я попробовал на небольшом формате, это формат А4, все, это уже небольшой формат. С моими этими экспериментами на большом формате мне это уже, может быть, не очень подходит. Вот, попробовал углем рисовать и подумал, что какие тут плюсы и какие тут минусы, да. Ну, предположите сами, какие тут плюсы и какие минусы. Вот уголь, вот его размер, и это инструмент для рисования. И вот палец, это инструмент для растирания. И самая большая проблема, которая возникает, что ты проводишь линию, ты растираешь, а палец у тебя намного шире, чем те вот детали, которые тебе хорошо бы выразить. И очень хорошо иллюстрирует вот эту вот проблему, вернее ее отсутствие. Вот размер, например, вот этого рисунка. Это формат А3, А2, да. И вот тут нет проблемы с пальцем, с растиранием всех вот этих вот штук, чтобы они становились такие эффектные, симпатичные. Тут все хорошо с размером. И вон там тоже все хорошо с размером. Нормально, адекватно. Вот. Отсюда мысль. Если хотите попробовать рисовать мягкими материалами, а у них есть плюсы большие, я еще сейчас проговорю, то нужно брать прям большой лист. Как это сделать, еще совершенно непонятно. Но то есть формат А4 совершенно недостаточно. В моей манере для того, чтобы нормально рисовать углем. Вообще недостаточно. И пока рисовал, вроде проблемы-то не было. А сейчас сижу и увидел, как могут быть они такой толщины ворота. Что я там не увидел? Я очень давно не рисовал город с натуры. Нужно выезжать уже, выезжать куда-нибудь, выходить на планеры, тренироваться. Так вот, я взял пачку таких листиков, и теперь, ну вот, я думал, я на них буду рисовать. И это формат, типичный формат моего скетчбука, вот эти листики формата А4, и это одна, плюс-минус одна и та же история. Но этого настолько мало, что даже вообще просто не хватает. То есть минимум формата А3. Мне нужно будет брать минимум формат А3, а лучше вот как тот. Лучше, только его непонятно как носить. В чем я буду его носить? Ходить с такой папкой? Папка. Была такая специальная, мне кажется, папка. Через плечо ее так сложным образом устанавливаешь, и она может быть как портативный мольберт. Кажется, в каком-то году я увез ее в Италию, и, ну, я рисовал с ней, да. Удобно. Нужно подумать про вот эту вот историю. Но главный смысл в том, что мне не хочется уже уходить из вот этой темы с углем и с мягкими материалами.
помните, их у меня уже накопилось много вариантов. Вот еще. Сепия пришла. Вот они, различные. В чем большие плюсы? В том, что вот это вот такая коробочка. Она нормально для моего пиджака. Я наконец-то сегодня мог погулять по городу в пиджаке, и это было для меня радость. Я сменил пальто на пиджак, это прекрасно. И вот такая вот штука, она в карман пиджака идеально заходит и там хорошо лежит. Я точно хочу такую штуку носить с собой, потому что, ну, блин, это очень быстро получается. Вот это прям быстро. Плюсы мягких материалов в том, что вы быстро заполняете пространство листа. Ну, а лист может быть большой, прям большой. И кайф в том, что вам, вот у тебя есть задача, вот у тебя есть огромный лист, ты делаешь что-то там, ковыряешь там что-то, постарался, потер, с чем-то справился, с чем-то не справился, подмазал там и окей. Восторг, результат. И я хочу это иметь у себя в постоянной практике. Поэтому сейчас думаю, где нарыть такую штуку, чтобы можно было носить вот эти вот штуки удобно. И не понимаю даже, это что это, какая-то папка на ремне. Я буду выглядеть больше, еще больше, как архитектор странный такой, немножко. Немножко про детали проговорю. Там уже Нарвские ворота и вся эта большая история. И великий Клод сделал коней наверху и статую триумфальную, ну, сама триумфальная арка. И Стасов сделал тут много всяких элементов. Углем берешь и тын обобщаешь. Здесь тоже 2 статуи. И я их не пририсовываю. Но эта история считывается обобщенно. Я углем еще архитектуру особо не рисовал, вот такую особенно классичную. Мне еще нужно найти вот эти вот моменты, которые позволяют сделать, ну, такую оптимизацию всей этой истории. Это все еще нужно найти. Я делаю смешные такие эпик фейлы. Ощущение, что это такое. Но вот, тоже статуя. Там стоит богатырь, он держит лавровый венок вот здесь, в этой руке. Ну и плюс-минус импрессия нормально, на раз, два, три, на несколько штрихов и растирание пальцем. Импрессия нормально. Разобраться бы еще с тем, как делать нормально колонны, как делать нормально капители. Ну вот точно нужно переходить на формат больше, потому что здесь я не умещаюсь. Вот я беру вот эту вот историю, влезай, они все поломались. Почти. И начинаю делать детали, делаю штрихи такие, начинаю растирать пальцем, и, в общем, растирать слишком много. Гораздо больше, чем я хотел бы. И самое мелкое, что я здесь вырисовал, это модульоны. Так, тык. Сейчас покажу. Тык. Ну вот они сразу приобрели ритм. Как это интересно работает? Это также работает интересно, как с пером и тушью. То есть я пытаюсь переносить идеи там пера и туши вот сюда. И это срабатывает. Только нужно это еще приручить. Как будто бы ты на лошадку садишься, которая может тебя понести легко. И ты, но зато сколько силы ты чувствуешь. В общем, у меня был такой опыт. Да. Я просто дико люблю лошадей и люблю настолько, что моя дипломная работа по ландшафтной архитектуре, она была про проектирование конно-спортивного комплекса на 156 гектар. Это большой проект был. Вот. Настолько я люблю лошадей и постоянно старался раньше кататься, но сейчас давно не катался. И дали лошадь однажды такая, ее звали Бакуба. После того, как я покатался на ней, я праздновал 2-й день рождения, потому что это вообще какой-то ускоренный, непонятный чижик был. Ну, короче, понесла, и, ну, все кончилось хорошо. Но я прям приходил в себя. В общем, вот, лошадей люблю. И вот тут, конечно, не сильно похоже на то, что сделал Клод, но для того, чтобы дать импрессию вот этой верхней идеи статуи, вот этого оказалось, в принципе, достаточно. Еще чуть поработать, и все окей будет. Вот здесь с углами. Мне более-менее понравилось, как легко просто это все обходится. Вот эта вот проблема
рисования. Здесь я не доработал. У меня на самом деле немножко не хватило зрения, потому что я сидел довольно далеко от Нарвских ворот. Это удобно для того, чтобы рисовать обобщенно, но неудобно для того, чтобы понимать правильно форму. Ну, просто нужно побольше рисовать, да. По бумаге, что я использую, вот это акварельная бумага. Это, по-моему, даже рыбачка. Если ничего не путаю, это рыбачка. Акварельная, потому что... Короче, я беру акварельную, потому что я думаю, у нее поинтереснее текстура. И я могу это все использовать. И эта текстура, которая поинтереснее, она хорошо работает с вот этим штрихом угля. И, ну, это нормальное решение. Я думаю, это можно использовать. Я это использую. Сам уголь, который я использую, вот я показывал уже в моих видео, это вот такой уголь прессованный. Тут 2 лебедя, фирма. Вот это, подольские материалы для художников. Стоит эта радость 260 рублей. Ну, окей. Ну, собственно, и все. Вот 2 эти сущности. Бумага и уголь. В общем, чтобы идти практиковать, ничего особо-то и не нужно. Нужно взять бумаги, найти немножко лучше, плотный, чтобы прям удобно было. И лучше побольше размером. Я вообще думаю, знаете, над чем? Вот тут на стене это все хорошо лежит. Я думаю, надо купить рулон обоев. Это же большая широкая балда таких широких обоев. И нарезать его на листы. И вот как раз потренировать большую, огромную графику. Потому что мне вот это, кажется, уже мне бы таких бы не 2, а 4. Вот 4 я бы сразу понял, вот это уже все окей, нормальный размер. Если таких 2, то... Ну, у меня есть таких 2. Это, в общем, нужно больше. Я думаю, нужно больше. Я попробую завтра, может быть, купить рулон обоев широкий и использовать их как холст. Ну, как бумагу для рисования углем. Интересно, что получится. Меня прям заводит, заряжает эта идея. Большую можно нарисовать панораму. Поэтому вот, это мои видео, это всегда больше, как в первую очередь, это мотивашка. Если ничего нету, если вы не можете там взять перо там, или там чернила, или тушь, или вся эта история там с дорогими авторучками или еще чего-нибудь, вас ничего не должно останавливать. Вы можете взять угля. Уголь точно найти можно. И оторвать рулон обоев. И на этом рисовать. Ничего не может остановить человека, у которого есть необходимость фигачит со страшной силой. В общем, вот, меня зовут Эдуард Кичигин. Моя тема ландшафтная архитектура, проектирование, все вот эти вот большие истории и скетчинг. Скетчинг, рисование. И у меня в плейлистах в описании много ссылок на всякие вот плейлисты, где разобрано, как рисовать ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг, в путешествиях, интерьерный скетчинг. В общем, вот, смотрите эти плейлисты, выбирайте себе, какие вам нравятся, и рекомендация рисовать одновременно со мной. То есть смотрите видео и повторяйте вместе со мной. Вот. А если хотите вот такие вот прям уроки, где я рассказываю, как на своих курсах, прям пошагово, четенько, как сделать ту или иную штуку и как вообще двигаться, как вот эти все, ну, то, что я показываю все время в соцсетях, догнать и перегнать, то welcome на мой Boosty сервис, тоже ссылка внизу или в шапке профиля. Там мои платные уроки по тарифам 200, ну, такое себе. По количеству информации и 400. Вот нормальное по количеству информации. Подписывайтесь и практикуйтесь вместе со мной. Поймете, как это все работает, как это все сводится в таком режиме. Не то, что подвиг, а чтобы выжить в этой большой среде. Почему у меня так? Потому что у меня проектирование — это самое главное. Мне нарисование вот вообще пофигу. Мне нужно, чтобы само оно получалось, а оно само получается. Ну да, вот я ищу такие лайфхаки. То есть я точно не художник. Вообще мне это не надо. Вообще не надо. У меня такое понимание рисунка — это проектная графика и разные ветвления от нее. Ну, как она получается в результате, вы можете смотреть там в каждой из моих соцсетей. Это наглядная демонстрация того, ну, типа,
что я думаю об этом и как у меня получается. Если хотите научиться так же, то welcome на Boosty. Вот. Или в плейлисты на YouTube. Там огромное количество уроков, более 1000 видео. И, ну, можно прокачаться, да. Можно и бесплатно прокачаться. То есть вот сначала я несколько лет делал бесплатный канал, и только вот недавно запустил платный. Все для вас. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Пока.